Практически все из тех, о ком я делал выпуски на канале, советуют именно нарастить 1-2 года хорошую базовую подготовку, а затем приступать к элементам. При том, что некоторые медийные топ-атлеты, например, такие как Даниэль Лайзенс, Кирилл Карабут, в принципе не показывают в соцсетях свои базовые сеты. Но означает ли это, что они не тренируют или не тренировали базу? Конечно же нет, тренировали. И в выпусках я подробно рассказываю историю каждого. Но также есть и атлеты, которые говорят, что базу практически не тренировали. Например, Александр Диденко, мощный атлет статического направления из Украины, о котором я еще сделаю подробный выпуск. Он говорит о том, что учился воркаут движением на попытках и подтягиваясь поначалу 10-15 раз. Отмечу, что у него ранее было гимнастическое прошлое, и многие движения он тренировал с юных лет, немного по другой гимнастической системе, но все же минимальная база была. Мне интересен твой подход. Обязательно напиши в комментариях, как ты совмещаешь базу и элемент. Как мы уже знаем из прошлых выпусков, Артем изначально около 1,5 лет тренировал исключительно базу и уже в приличной форме приступал к элементам. Какую же минимальную базовую подготовку и в каких упражнениях мы можем назвать достаточной для начала в элементах? И тут нет универсального ответа. В начале, на первых 2-3 секундах удержания статического элемента в кривом исполнении нужна только сила. Может быть, достаточно будет даже 12-15 чистых подтягиваний, 20-25 отжиманий на брусьях, 40-50 отжиманий от пола, ну и базово крепкий кор. Это может быть планка или уголок на турнике 45-60 секунд. Конечно, этого скорее точно будет недостаточно, чтобы изучать тот же горизонт, передний вис, но первые попытки более легких движений можно уже начинать делать параллельно с базой. Кроме типичных базовых упражнений, нужна еще специализированная база для каждого элемента отдельно, так называемая подкачка целевых мышц. После 2-3 секунд удержания элемента в кривой технике попытками необходимо первое – делать больше попыток, чаще тренируя элемент. И совсем не обязательно убиваться на каждой тренировке, это даже вредно для прогресса. Отдыхайте. Кроме частых попыток самого элемента, которые сформируют нервно-мышечную связь и будут улучшать технику, тебе необходимо еще и повышать базовую подготовку. Все объясняется просто. Если на первых секундах удержания элемента нам нужна сила и количество попыток, чтобы исправлять технику, то далее для более длительного статического удержания нужна уже мышечная выносливость. Именно ее мы и развиваем, когда поднимаем уровень своей базовой подготовки в количестве повторений. И опять же, это совсем не означает, что научившись подтягиваться 30 и более раз, вы сразу же начнете делать выходы на 2. У ребят, которых я консультировал, были сложности при подобной базе, пока они не начали чаще тренировать сам элемент. И главное, я объяснил ошибки в технике, тех же выходов силой. Ведь то, что мы тренируем, то и получаем. Второй чемпион мира по воркауту 2012 года Евгений Кочерга из Украины в одном из интервью упомянул, что при базе в 40 подтягиваний он впервые попробовал передний вис и сделал его с 2-3 попытки, и далее только оттачивал технику. Что получается в итоге? Тренируя элементы только попытками, без должной базы, у нас это займет крайне много времени. Тренируя только базу и потом перейдя на элементы, также не сможем выполнять все на хорошем уровне сразу. Что же делать? Об этом я расскажу чуть позже. Морозов перед построением любой программы тренировок советует обратиться к себе с вопросом: а зачем тебе это нужно? Ведь все должно сводиться к какому-то результату. Многие, не понимая, для чего им делать какое-либо упражнение, просят более опытных ребят составить им программу. Например, если результатом хотите добиться красивое тело, то программа будет одного типа. А если хотите тренировать воркаут в чистом виде, элементами, то это совсем другой подход. Если цель объединить несколько направлений, то это еще одна задача. Это все будет влиять на время отдыха, сами упражнения и варианты нагрузки в целом. Так как Артем более опытен именно в воркаут элементах, его советы следующие. Если у вас недостаточная база, то изучение элемента может затянуться. К тому же вы будете изучать упражнения изначально с плохой техникой из-за недостатка силы, что в дальнейшем создаст сложности и замедление прогресса. Даже если вы будете частыми попытками изучать элемент на протяжении дня, скорее даже научитесь его, но Морозов гарантирует, что потом вам будет очень тяжело прогрессировать и исправлять технику, так как переучиваться всегда сложнее, чем учиться новому. Напиши в комментариях, какие у тебя случаются проблемы с прогрессом.
обсудим и постараюсь подсказать. Чтобы понять, достаточно ли базовой подготовки, уже умея немного элемент, попробуйте, выполняя, например, горизонт, заметить, нет ли проваливания в плечах или прогиба в пояснице, а быть может вы и вовсе не можете оторвать ноги от пола. Все это говорит, кроме недостатка техники, о слабых мышцах и недостаточной базовой подготовки. Об этом Артем детально рассказывает в своих книгах, называя это проверкой на слабые точки. Если базы хватает, то вы должны строить тренировки с точки зрения подводящих упражнений и попыток. Длительность этого этапа может сводиться к тому, насколько хороша база. С лучшей базой ты сразу сможешь приступить к более сложным вариациям подводящих. Ну и в конце концов научишься желаемый элемент через частые попытки. Ставь лайк, если информация полезна. Поскольку уже через неделю новый крутой сюжет на канале, обязательно подпишись, нажми колокольчик и пункт все уведомления. Так ты гарантированно не пропустишь.